Ух, что я придумал! Ух, что я придумал! Я придумал новый кебаб. Слушайте, мангал не надо, нужна сковородка. Но сначала надо поставить тесто на лаваш. Вот мука просеянная. Много не надо, вот столько хватит. Добавим к этой муке ложку сахара. Добавим к этой муке пакетик сухих дрожжей. Чайную ложечку соли. Ну, 250-300 грамм воды. Поставим миску в сторонку. Пусть постоит немножко, дрожжи проснутся. А пока займемся луком. Столовая ложка хорошего топленого масла. И жарим лук, нарезанный кубиками. Как жарим? Ну так, чтобы вкусный получился. И при этом ни разу не пригорел. Вот гранат. Хороший азербайджанский гранат. А вот сок из этого граната. Обычно, чтобы лук не пригорел, я добавляю к луку понемногу воды. А сегодня мы наоборот поступим. Сегодня мы к этому луку будем добавлять гранатовый сок. По чуть-чуть. Обычно в такой момент я к луку соль добавляю, куркуму добавляю, иногда черный перец добавляю. Сегодня все наоборот сделаем. Сегодня я к этому луку и гранатовому соку сахар добавлю. Две ложки или 3 ложки, а потом попробуем. Потом узнаем, надо добавлять или не надо. Я под луком убавляю огонь и добавляю немного гранатового сока. Добавлять буду частями. Мне хочется, чтобы из лука получилось что-то вроде гранатово-лукового джема. Вы меня понимаете? Давайте пока тестом займемся. Досыпаем муки, замешиваем тесто, ну такое, чтобы мягкое было, как на хлеб. Не надо тугое тесто, как на пельмени делают или как на чебуреки делают. Нет, пусть будет мягкое, нежное тесто. Вот такое должно быть тесто. Видите? Мягонькое. И оставляем его. Пусть подходит. Только крышкой надо накрыть обязательно. Посмотрите, какой лук. Как рубиный красный стал. Как драгоценные камни красный стал. И это так хорошо выглядит, что я усилию этот эффект. Я еще добавлю гранатового сока и сахара. Но раз я слово кебаб сказал, значит надо говорить второе слово. Раз кебаб, значит мясо. Мясо сегодня говядина. Очень хорошее мясо, очень нежное. Его вообще на шашлык можно было опустить. Но я, скрипив сердце, опускаю эти роскошные лакомые кусочки прямо в мясорубку. Посмотрите, какой лук. Вы посмотрите, какой лук. Просто красавица, не лук. Теперь я к этому луку добавлю мясо. И мясо я лишь слегка припущу. Припущу и приправлю. Лук у нас получился очень ярким, кисло-сладким. Но я вижу, что фарш несколько суховат.
Ну и что? Вот есть у меня еще ложка топленого масла. Добавлю, и получится хорошо. Но сначала фарш надо посолить. Возьму 2 полные чайные ложки соли. Я думаю, не меньше. Раз в фарше уже есть сахар, то и специи должны быть подходящие к сладкому. Перво-наперво я хотел бы добавить корицы. Я выбрал корицу индана, молотую. И перец черный, тоже индана. Давайте посмотрим, какова у них корица. Ох, слушайте, я только пакетик надрезал, а оттуда таким востоком дохнуло. И черный перец индана. Лучше я в наших магазинах пока просто не встречал. Вот черного перца я хочу добавить хотя бы 1,5 чайные ложки. Пусть будет чуточку поострее. Я хочу, чтобы то, что у меня получилось, немножко обжигало рот. Чтобы кислое, сладкое, пряное, очень вкусное. И чего-то еще не хватает. Какой-то еще одной маленькой нотки. Мне кажется, эта нотка кардамон. 0,5 чайной ложечки будет достаточно. Кардамон очень сильная специя. И вот теперь все перемешать. Перемешать как следует. Фарш готов, и его следует вынести на холод. Тесто подошло. Надо его разделить на части и сделать заготовки. Посмотрите, как это делается. Собираешь тесто как бы грибочком. Здесь все хвостики между собой слепить. И дальше рукой прокатать по столу, чтобы получилась ровненькая круглая заготовка. Тесто должно еще немного постоять на столе и подойти. Теперь можно взять в руки скалку. У кого есть тесто-раскаточная машинка, пусть достают. Сейчас она пригодится. Что необходимо сделать? Сначала вот эти сочни, заготовки, необходимо слегка размять руками, растянуть, придать ему по возможности прямоугольную форму. И начинаем раскатывать. Нарезаем заготовки размером со сковородку. Видите, у меня лавашики получаются прямоугольные. И сковородка как раз квадратная. Все как надо. Но у кого сковородка круглая, тому, конечно, лучше скалкой раскатывать круглые заготовочки. Надулись пузырьки, переворачиваем. Нам не надо пропекать этот лаваш полностью. Нам надо его только слегка подсушить. Готовый лаваш нельзя оставлять на столе. Надо его убирать под полотенце. Вот пусть здесь слоями и лежит.
К концу стали получаться, посмотрите какие. Прямо как положено. Лаваш при лаваш. Но это еще не все. Лаваш с фаршем — это еще не готовое блюдо, которое я задумал. Смотрите, что мы будем делать сейчас. Вот форма для выпечки. Эту форму сначала чуть-чуть согрели, смазали сливочным маслом, а потом охладили. И сливочное масло застыло на этой форме. Это то, что нам нужно. Теперь мы берем лаваш. Понятное дело, он еще не до конца допеченный, хотя многие любят именно такой. Мы берем немного фарша. Вот больше не надо, я вас уверяю. А этот край смазываем топленым маслом и сворачиваем в трубочку. Давайте прикинем, какой глубины у нас форма. Да вот, практически одна фаланга. Так и нарезаем. Ну вот, последние трубочки. Буквально пару ложек фарша лишние остались. А лаваш всегда пригодится. Я, например, этот лаваш подсушу, буду с ним хаш кушать, буду его в базбаш класть. Знаете, что такое базбаш? Недавно был у нас ролик «Каурма базбаш». Вот здесь ссылка есть. Посмотрите, кто не посмотрел. Я могу сказать, азербайджанскую пахлаву все любят. И женщины, и дети, и мужчины тоже любят. Но найдется, я точно знаю, найдется очень много мужчин, которым вот такая пахлава, мясная, придется по вкусу еще больше. Пойдемте в печку. Это еще запечь надо, чтобы каждый рулетик, чтобы каждая пахлавушечка, каждая сушечка, слышите, это же суши, это азербайджанские суши, чтобы каждая сушечка зарумянилась, захрустела, а мы ее тогда еще раз топленым маслом сверху польем. Посмотрите, фарша осталось ровно на одну штуку. Ну, расчет у меня на 50% немецкий, поэтому так. Но есть у меня одна идея. Блюдо, которое я сегодня готовлю, экспериментальное. Я его прямо перед вами первый раз в своей жизни готовлю. И у меня появилась вот какая идея. Сковородка-то есть. Ладно, туда не поместилось. Что если испечь эту трубочку вот здесь, на сковородке? Понимаете, не то чтобы испечь, а допечь. Навести хруст на тесте и подогреть мясо внутри. Вот какая моя задача. Вот на заправках есть такие роликовые грили. Сосиски жарят. Я как приеду заправляться, меня девушки уговаривают. Будете сосиску? Будете хоть дог? Я говорю, хоть дог, хоть не дог. Кто? Я?
Сталик Ханкишиев, сосиску. А вот такую штуку, может быть, и съел бы. Но для общепита такие штуки готовить невыгодно. Слушайте, туда же мясо надо класть. Вот так. Такой рулетик. Съемочная группа. Идем попробуем. Саша против. Антош, давай, на 3-4, отлично. Если бы такое продавали во всех заправках, кстати, люди бы домой после этого счастливы приезжали. Да домой бы они не ехали. Нет. Что дома делать? Так, последний кусочек остался для Саши. Саша, это твое. Где-то 10-12 минут простояло. Хочу посмотреть, как оно там. Знаете, хочу, чтобы это было не просто сочно. Хочу, чтобы это было еще очень аппетитно и очень сытно. Поэтому вот здесь топленое масло нагретое. Я этим топленым маслом сейчас всю эту пахлаву полью. Горячие, но я хочу еще подержать в печке. Пусть станут еще более румяными. Ну вот, это я вам не люля-кебаб в газетку заворачивать. Это серьезная работа. Разработка, по сути дела, нового азербайджанского блюда, которое будет называться сталик тавак кебаб. К нему я хотел бы предложить соус. Соус особый, из любимых в Азербайджане продуктов. Посмотрите, берешь 2 огурчика свежие, а 2 огурчика маринованные. Берешь пару зубчиков чеснока. Огурцы на терке, чеснок через чеснокодавилку, немножко зелени. Берешь баночку кефира, либо йогурта, либо то, что называется катык. Все это смешиваешь, немножечко солишь. Опять берешь 1 рулетик, вот так, обмакиваешь его в этот соус. Говоришь приятного аппетита себе, потом съемочной группе, потом вам, дорогие зрители, и прощаешься на этом.
Дорогие друзья, вот здесь вы можете подписаться на наш канал. Вот здесь вы можете заказать книги с автографом. Если вам не нужны книги с автографом, но вам понравился сегодняшний сюжет, поставьте лайк. Вот здесь есть еще один сюжет, который вам, точно говорю, понравится. А вот здесь другой сюжет, который поможет понять сегодняшнюю тему.